Всем привет! А сегодня у нас на обзоре большой видос, обозревающий видеосистему Beta FPV P1 и ее же комплект Ready to Fly Aquila 20 HD. То есть комплект, который включает в себя уже все, что вам нужно, чтобы взять и полететь. Вот. И я постараюсь сделать этот видео максимально детальным и полезным как для начинающих, кто еще FPV в глаза не видел, так и для тех, кто уже на канале довольно давно. Поэтому мы и посмотрим на общее понимание дрона и чего он может, и залезем внутрь, и еще разберем, и замеряем задержки. В общем, максимум информации. Подключим ELRS, забиндим очки, шлем, максимум, чем можно. Поэтому тайм-коды в вашем распоряжении. Если вам все еще любопытно, то поставьте видео лайк и погнали разбираться. А разбираться начнем с того, чего мы вообще ожидаем. А ожидаем заявлено Beta FPV бюджетная система и бюджетный RTF набор HD. Вот что мы имеем, напомню, у нас есть видеопередатчик за 32 или 35 евро, у нас есть шлем за 125 или около того евро, и у нас есть RTF комплект, где все уже есть включено, пульт, шлем, дрон, батарейки, зарядка, все, что вам может понадобиться вплоть до отверточки, за $350, то есть в евро это еще того дешевле будет. Что ж, с этим мы определились, система бюджетная, поэтому заведомо, загодя, очень рекомендую не закладывать завышенных ожиданий. Этот RTF-комплект не даст вам полноценной альтернативы DJI Avate за 1100 евро. Вот, а эта видеосистема за 32 бакса не даст вам, и шлем за 120, не даст вам полноценного Cinematic аж, ну, D4K с плоским профилем, когда дает, допустим, DJI G3 в комплекте с DJI 4 Pro. Но как бы и цена 35 плюс 125 или DJI 250 плюс 680. Разница в цене, по-моему, очень большая. А разница в том, что мы получаем, по-моему, очень даже дает отличные результаты по сочетанию цена-качество. Что мы здесь ожидаем? Мы пожидаем от видеосистемы 1080-60 Гц, битрейтом относительно небольшим, по-моему, 6-25 мегабит. Записи в модуль нету, но есть запись на шлеме. Соответственно, у нас заявлен огроменный угол обзора, что так и есть. Вот. И от RTF комплекта мы ожидаем дрона учебного. Да, этот дрон заявлен как дрон с удержанием высоты, с удержанием позиции, максимально автономный, сколько можно от него ожидать за такую цену. Повторюсь, это не DJI Avata, которая за 100-500 денег, а это комплект, который максимально дешевый. Так что давайте разбираться, смогли ли в меньшую цену, в бюджетную цену, что смогли Beta FPV уложить. Погнали распаковывать. Ну, понеслись. И что Beta действительно классно делает, так это коробочки для своих дронов. Ну, не только не. Упаковка действительно шикарная. Все это довольно прочно, углы не проминаются. Вот, должно уберечь ваш дрон. И главное, что здесь все внутри хватает для полета. Итак, у меня нету линейки, поэтому мерить будем в футах. В длину чуть меньше фута, так примерно 2/3, так примерно половиночка. То есть, что это значит для нас? Что ну, нужен рюкзак не самый маленький, чтобы его вместить, но как бы и обычного городского должно хватить с головой. То есть, если его сравнивать с Beta FPV, то он чуть-чуть больше в каждом из направлений. Вот. Ну, как бы, ну и ладно. Вот. Давайте понеслись, посмотрим. И так, упаковано все красиво и непринужденно. В каждый из этих элементов мы рассмотрим с вами отдельно, пока быстро. Тут есть пульт ELRS со встроенным своим независимым ELRS модулем, что хорошо. Здесь есть шлем, не очки, а шлем. У очков 2 экрана, тут экран 1. Потом отдельно про него скажу. Инструкции, быстрый старт и чуть более подробная инструкция к каждому из элементов. Непосредственно сам дрон, он чуть-чуть больше Цетуса, тут 2.0, значит 2 дюйма, по-моему, да, пропеллеры у него больше, чем у Цетуса, имейте это в виду. Отдельно это рассмотрим. И из комплекта у нас сразу есть
Две фирменные батарейки, по ним отдельно тоже скажу. Есть зарядка, она же тестер. Есть набор запасных пропеллеров и плата подключения. Вот тут вот снизу есть где-то вот он разъем, чтобы можно было дрон подключить к компьютеру. Батарейки для шлема. В пульте батарейки встроенные, дроны батарейки вот. Отверточка и съемник для пропеллеров. Провод для зарядки. Самой зарядки в комплекте нет, ну и не надо. Вот. Ну что ж, чего еще здесь в комплекте нет, так это флешки, которые вставляются вот сюда. Что же, давайте быстренько его подключим. Для этого нужно вставить сюда батарейки, и чтобы не мучить свои ногти, берем вот этот вот съемник, открываем, берем батарейки. Итак, тут плюс-минус, а на батарейках текстом написано маленькими буковками плюс и минус, поэтому ставим. Не перепутайте, потому что пупырышек у этих батареек нет. Если перепутаете, ну, наверное, будет нехорошо. Поставили. Поставили. Проводок антенну подняли. Сюда воткнули. Все сюда. Это снимаем. Каждый из элементов включается наподобие как DJI. Так, ставили. То есть, чтобы включить надо. Включаем по очереди шлем. Короткое и долгое нажатие. Понес включаться. Пульт. Пульт. Сначала вот эти вот выключатели в разные стороны. Вот эти вот переключатели вниз и газ-тhrottle вниз. Это исходная позиция, в которой его нужно включать. Иначе там у него свои алгоритмы защиты, чтобы не сработало случайно пропеллеры. Тоже подвинули, нажали, включаем. Долго. Включился, и точно так же дрон. Не суем пальцы в пропеллеры. Прижали. Короткое нажатие, длинное нажатие. И ждем, когда это все дело законнектится. Ага, загорелось сплошным синим огнем, значит, оно поймало сигнал. И в шлеме появился экран. И теперь могу взлетать. Пробуем. Отлично, работает. Что, мы взлетели, теперь давайте по очереди каждый элемент из набора рассмотрим. Дрон, сам по себе дрон. С чего хочу начать? Начать хочу с веса, который без батарейки у нас примерно 72 грамма, а с батарейкой 128 грамм мне показывает, а это значит, что он до 250 грамм. И мало того, если мы присмотримся, вот тут вот у него есть значки. Значок CE сертификация по Европе, значок нолик, вот этот вот в кружочке с крылышками, это значит, что этот дрон не просто в Европе сертификат имеет, а он прошел EASA сертификацию как дрон нулевого класса. Это значит, что вам можно на нем летать, даже не имея лицензии 1А3. Вам нужно будет только регистрация оператора БПЛА. И как бы неудивительно, потому что там есть ряд требований там, по ограничению скорости и так далее. И у этого дрона, помимо стабилизации, есть еще режимы скорости. Медленная, средняя, быстрая. Дальше потом покажу. Что полностью подтверждает информацию про EASA сертификацию. И что еще тут любопытного, вот тут если почитать, тут написано FCC ID. А это значит, что этот дрон не только в Европе сертифицирован, но еще и в Штатах, учитывая вот всю ту движуху с запретами на ввоз новых дронов. А этот дрон, бац, и можно и ввозить, и летать на нем. И мало того, если он зарезервирован, значит и новая видеосистема вообще, в принципе, тоже зарезервирована, зарегистрирована, и можно ее возить, продавать. Ну, поправьте меня, если я не прав. Хорошо. Дальше. Сам по себе дрон не тяжелый. Он, ну как, так в принципе, прочность вроде достаточно удовлетворительная. То есть, если его сравнивать с Цетусом, который гуляет всячески, то этот намного более жесткий. И вот форма вот этих вот дактов, она такая вот, видите, углом. Что намекает, что он должен быть, в принципе, относительно устойчив к падению. Но, конечно, не рекомендую скидывать его на бетон с 9-этажного здания. Тут вряд ли что-то выдержит. Но, тем не менее, есть надежда, что самые базовые
падения он должен выдержать. Но, кстати, к слову сказать, отдельно на него корпус в это не продается, а сам по себе корпус состоит из раздельных частей. Отдельно вот это вот низ и дакты, отдельно вот это вот верх и третья часть. Ну, дальше я это все дело разберу, вам покажу. Что еще сказать? Это пушер. У него моторы расположены винтами вниз, в отличие от того же Цетуса, но при этом моторы такого же размера, как у Цетуса. Более подробно скажу, когда буду эту штуку разбирать. Камеру наклон можно немножко регулировать. И что еще здесь важно, вот через вот эту вот дырочку, не знаю, видно вам тут или нет, вот нее, ладно, фотку приделаю, там можно дотянуться до кнопочки, чтобы сбиндить с шлемом. И вот первая проблема, если у вас не подключены шлем и дрон, то вам нужно их включить и нажать вот эту вот кнопочку внутри Bind отверточкой из комплекта. И отверточкой нажать же кнопку дотянуться вот тут вот внутри, они должны будут соединиться. Вот. Дальше можно подключить его к бета FPV конфигуратору. Вот этим вот переходничком подключаем. Подключаем. На компьютере ищем бета FPV конфигуратор, скачиваем более свежий релиз. exe, Win32, exe-шку нужно. Connect. Что у нас тут есть? Калибровка акселерометра, как и в меню, это отдельно покажу. Магнитометра, можно калибровать магнитометр, интересно. Я не знал, что у него есть магнитометр, это весьма хорошо. Ну и ресет. По приемнику, когда мы включаем аппаратуру, это все начинает работать. Тут пусть вас не смущает FrSky D8, нет, здесь у нас ELRS полноценный, об этом дальше, когда разберу дрон, расскажу. По моторам, если мы подключим батарейку, мы сможем ими управлять. Подключив батарейку, здесь тыцнул вот эту галочку, можно каждым мотором отдельно управлять. Но как бы вот и все, что можно настроить, разве что минимальную скорость вращения. То есть не поменять направление, никакие другие опции нам недоступны. Пит-тюнинг. Пит-тюнинг у меня прогружается через раз. Давайте опять Connect. Подгрузился. И здесь есть еще RAID профайлы. Ух ты, тоже подгрузились. В каком формате они заданы, мне неизвестно. Тем не менее, то, что можно RAID подправить, это в принципе хорошо. И сенсоры. То есть вот я его всячески дергаю, не реагирует. Странно. Disconnect, Connect. Не, все, перестала коннектиться. Ладно. Работает эта система не то чтобы очень стабильно, но хоть как-то она работает, и как бы этого и хватит. Увы, это не Betaflight, глубоко и детально нам его не настроить, но мы позиционируем этот дрон как дрон для начинающих. Вот. И наличие в этом дроне медленной скорости и всех датчиков стабилизации только подтверждает нам то, что это дрон для обучения. Дальше, прежде чем расковыривать этот дрон внутрь залазить, давайте быстро пройдемся по остальным пунктам. Батарейка. Батарейка здесь 1100 мАч, что очень много. Вот, то есть, напомню, что обычно батарейка там на Air или на Meteor, там где-то до сотни мАч. Здесь 2S батарейка, 1100 мАч. Но при этом, обратите внимание, здесь ее C-Rate 1530C. Это значит, что у нее очень слабая токоотдача. Что это значит для нас? Для нас это значит, что этот дрон будет летать долго, но медленно и спокойно. И никаких трюков мы на нем сделать просто физически не сможем. Ну и ладно. Дальше, по батарейке. У батарейки есть кнопка. И сама по себе батарейка, если вы ее куда-то подключаете, она не работает, пока вы ее не включите. Мало того, даже вот есть зарядка. И вот если мы берем зарядку, подключаем, а эта зарядка должна показать нам значение батарейки, подключаем, и ничего.
Она не показывает ни заряд, и она не заряжает. Обратите внимание, она ждет, она не заряжает. Я так понял, поправьте меня, если я ошибаюсь. И вот только вот когда я включил батарейку, оно мне показало напряжение на этой батарейке суммарно. И вот красненьким показывает, что оно заряжается. И пошло потихоньку заряжаться. И вот теперь, если со включенной батарейкой мы смотрим, оно показывает all B1 и B2. То есть первую и вторую напряжение на первой и второй. Опять-таки отключаем, и вообще все 0 на массу. Поэтому, да, помните, что когда вы ее хотите зарядить, вам ее нужно включить. Вот такой вот нюанс. Ну и, соответственно, когда вы в дрон ее вставляете, тоже ее нужно включать. Дальше. По шлему, что хочу сказать. Очки здесь помещаются, проверено на моих товарищах и на мне. Чтобы его включить, тоже короткое и длинное нажатие, как и на всем остальном. По управлению тут 5-осевой джойстик, то есть влево-вправо, вперед-назад, и нажать на него можно, назад выйти, включить-выключить запись. Вот эта кнопочка, это для того, чтобы бандить. Напомню, чтобы сбиндить, нужно нажать кнопочку здесь отверткой и кнопочку вот тут вот на дроне внутри отверткой. Отдельно это все дело я разберу и отдельно меню вам все покажу, но это отдельно. И последнее ELRS. Передатчик. Beta FPV Light Radio 4 SE. От Light Radio 4 отличается тем, что тут нету джойстиков для триммирования, но как бы они в этой комплектации и не нужны. Как себя покажут в дальнейшем использовании эти стики, мы посмотрим. Если интересует обзор на этот пульт, то вы можете посмотреть на канале обзор на Light Radio 4, не SE 4. То есть, как я понял, отличие у них только в этих вот трим джойстиках. Напомню, что тут стоит полноценный ELRS модуль. То есть у нас здесь доступно и Bluetooth, и подключение к компьютеру по USB, и подключение к симулятору через Bluetooth. И тут есть полноценный Wi-Fi ELRS интерфейс. То есть если мы хотим прошить или забить бинт-фразу, то, пожалуйста, мы это можем сделать. И давайте за это и сделаем. То есть, чтобы зайти в ELRS настройку, нужно зажать Bind и включить. Тык-тык. Оно включается фиолетовым, это, по-моему, Bluetooth мод. И еще раз нажимаем. Зеленый это ELRS мод. И вот тут вот у нас должно появиться что? ELRS TX. Вот, Express LRS TX. Можете сделать и вот так вот правой кнопкой забыть. Если вы другой передатчик раньше подключали, у него будет такое же имя и могут быть внутри конфликты. Поэтому делаем забыть и подключиться заново. Пароль. Вот он. Подключаемся. Ага. И вот это вот нажимаем открыть в браузере. Если такой кнопочки нет, то вводим адрес вручную 10.0.0.1. Что мы здесь видим? Мы видим, что у нас здесь Light Radio передатчик и версия прошивки. Прошивается он на сайте, можно скачать прошивку. И в принципе можно его прошить стандартным методом. Вот. А нас интересует сейчас опции. Мы сюда вводим бинт-фразу мою и делаем save. Save и reboot. Все, я ввел свою бинт-фразу. Пульт выключаем. И теперь давайте включим дрон. Включаем дрон и ждем минуту. Как и любой другой дрон, здесь полноценный ELRS приемник. И для того, чтобы его перевести в Wi-Fi мод, у него есть Wi-Fi, нужно подождать минутку. Поэтому включили и ждем. Итак, мы видим, прошла минута, и он загорелся вот таким мигающим зеленым огоньком. Это значит, он в режиме Wi-Fi. Это значит, на компьютере опять идем в Wi-Fi. И тут у нас уже ELRS RX. Точно так же делаем ему забыть. Точно так. Подключаемся, вводим тот же самый пароль Express LRS. И точно так же открываем в браузере тот же самый IP-адрес. Вот он, All-in-One RX, версия тоже достаточно свежая, и точно так же здесь мы можем апдейт взять, а можем ввести ему бинт-фразу, что я и делаю. Ввожу точно такую же бинт-фразу и делаю save и reboot. Так, давайте проверим. Дрон отключаем. И
Включаем пульт. Включаем дрон. И все, они запаирились. Так, давайте теперь разберемся по управлению дроном. Напомню, вот базовая стартовая позиция аппаратуры тhrottle вниз, потому что если у вас где-то throttle будет на середине, даже если вы его захотите биндить, он не заармить, он не заармится, это такая защита, поэтому throttle вниз. Так, это у нас arm disarm, это у нас режим черепашки, чтобы он переворачивался, включаем режим черепашки, и он должен перевернуться. Но помните, чтобы пользоваться черепашкой, вы не должны быть в траве или не должны быть на ковре, потому что если вы перевернетесь и у вас сюда что-то там залезет, то вы просто пропеллеры себе покоцаете, не перевернувшись. Поэтому, если вы упали, то только если вы не на ровной поверхности проверенной, тогда пользуйтесь черепашкой. Дальше. Вот это вот режимы вниз, это нормальный режим обычный, когда все датчики работают, и он сам держит высоту и позицию. Средний отключает часть датчиков, если верить меню, и надо высоту уже регулировать аккуратно самому. И вот этот вот мод, который является акро-модом, ну или аналогом акро-мода, в котором вы полностью управляете дроном самостоятельно. И вот этот вот переключатель, это скорость. Вот, по-моему, вниз медленной, вверх быстрой, ну и средняя. Вот эти вот две кнопки не используются. Что, по управлению все. Давайте теперь разберемся с меню. Итак, вот оно, наше меню нашего дрона. Давайте проверим. Нижняя строка — это строка статуса видеосистемы, а вот это и вот это уже то, что передает дрон. Ну и пару статусных сообщений, standby mode и температура, это тоже шлем печатает. Что у нас есть? У нас есть канал связи, один из 3 по дефолту. У нас есть напряжение на дроне, напряжение на шлеме, скорость передачи данных сейчас 4 мегабита в секунду, потому что у нас что? Только что показывала standby mode, сейчас показывает, что дрон перегревается. Кстати, это еще одна его проблема, когда он долго стоит на столе, он начинает перегреваться. Когда он сильно перегревается, температура выходит за 105 градусов или что-то таковое, он отключается, сам видеосистему отключает, потом можно выключить дрон, он охладится и все станет нормально. Ладно, дальше. Расстояние до дрона оценочное, приблизительное. Статус подключен и сколько осталось на флешке. Кстати, вот тут еще серая флешка видеосистемы. На видеосистеме флешки нету, но может быть когда-то в будущем они бета-FPV выпустят, очевидно, видеосистему со своей флешкой. Ну что ж, хорошо, идем дальше. Если два стика развести, один влево, другой вверх, вот так, пум, вот так разводим, оп, мы в меню. Что у нас здесь есть? Конфиг. TOF датчик и OPF датчик — это те два датчика на полетном контроллере, которые у нас есть, их можно отключить. Подсветку светодиодную, видимо, можно включить, не знаю, что это. И пункт кали. Если у вас дрон начало вести влево, вправо, вперед, назад, то ставите его на горизонтальную поверхность, вот как он у меня сейчас, и нажимаете калибровку. Он выравнивает, калибрует горизонталь дрона. Так, и все, по-моему, у меня дрон перегрелся. Там был еще один пункт меню, который я не очень понимал, но тем не менее. Давайте теперь пройдемся. Дрон пока выключим. Пусть он остывает. Все, нету сигнала, и за то, что у нас есть картинка, оставшаяся с дрона. Это значит, что если у вас дрон падает, выключается, теряется сигнал, вы будете видеть последнюю картинку с его камеры, что немножко улучшает шансы его найти при потере. Хорошо, давайте пройдемся по меню. Итак, у нас есть при нажатии, мы выбираем либо каналы, либо настройки, либо плейбэк. DVR у меня был включен, вот тут можно без DVR. Давайте с DVR посмотрим. Да, вот показывает запись. Ух. Конечно, камера, очень широкий угол у камеры, но при этом очень сильный эффект рыбьего глаза. Ну, у нас тут про хоть какой-то HD, а не про полноценную кинематографичность. Что есть, то есть. И давайте пройдемся по настройкам. Среди настроек есть
Настройка дисплея, яркость, фокус мод, я так не разобрался, что это. Custom USD BTFL, наверное, на будущее, или может быть, когда я приконнекчу сюда другую видеосистему с Betaflight дроном, может быть, оно что-то заработает. Сейчас не работает. Потом OSD Position и Viewfinder. Надо включать дрон, чтобы это показать. Хорошо, давайте включим дрон. Может, он уже чуть-чуть подостыл. Да, опа, стендбай мод. Чисто теоретически стендбай мод значит, что дрон должен экономить электричество и не так сильно греться, но он греется. Хорошо. Заходим в меню. Дисплей. Viewfinder включаем. И что он показывает? Вот такой вот прямоугольничек. Но если вы снимаете что-то, вам нужно ориентироваться. Просто это рамочка. Ничего больше. То есть, ну, толку мне от нее никакой. Ну и можно размеры эти рамочки менять, но мне это не нужно. И OSD Position вы можете несколько двигать. Видите, она чуть-чуть двигается, это OSD. Тоже это тонкая настройка. Ладно, хорошо. Давайте, пока он опять не отключился, посмотрим на настройки камеры. Можно экспозицию плюс-минус 2 с шагом в 1. Saturation Sharpness, хорошо. Баланс белого поправить сейчас не могу, может в других системах или в будущих прошивках, может быть, можно будет. Можно его, по идее, развернуть, повернуть, если вы установили систему на дрон вверх ногами. Вот это вот 16:9, либо 4:3. Смотрим 4:3, и он только обрезает края, но ничего не увеличивает. Поэтому менять на 4:3 сейчас смысла никакого нет. Идем дальше. 3D DNR Dynamic Noise Range. Ну, лучше дает, по идее, должно давать работу с контрастом ярким и темным цветом. И зум. Что это нам дает? Ага, можно уменьшить размер. Если все не помещается в глаза, то можно размер уменьшить. Что ж, довольно приятно, хорошо. Что у нас здесь есть еще? Ладно, дрон пока выключаю. Такс. Настройки записи. Запись только на шлем, либо на передатчик. Но опять-таки сейчас на передатчике флешки нет, поэтому никак. Потом включение автозаписи и запись отрезками по сколько-то там, по 5 минут. Они, кстати, эти пункты были по дефолту выключены, их советую сразу включить. Можно отформатировать SD-карточку. Хорошо, что еще дальше есть? Девайс. Мощность. От 25 мВт, 100 и 200 мВт. По дефолту стоит 200 мВт, это очень много. Если вы далеко не летаете, то оно вам, наверное, может и не будет нужно. Дальше. Битрейт 8, 16, 24. То есть, насколько качественную детализированную картинку он будет передавать вам на шлем. Предупреждать про малую батарею, хорошо. Mode Standard и Race. Это меняет сетку частот. У вас будет либо вот тут вот либо 3 канала, либо их будет 16. Дальше. Standby Mode, это можно вручную выключить сохранение электричества. Пищалка, ладно, LED Switch, светодиод. Google Icon включает-выключает вот этот вот элементы меню на OSD шлеме. То, что пишет именно сам шлем, сама видеосистема. Размер иконок большой, стандартный или большой, но удобнее побольше их сделать. Язык английский, китайский и показывать температуру. Что ж, в общем, да, и системно. Device Info и Update. Вот, собственно, и все. Что ж, а теперь давайте попробуем другой дрон подключить. Так, вот он мой новый дрон. Что мы делаем? Мы нажимаем Bind на шлеме, нажали, и нажали Bind на дроне. Опа-па!
вот он наш новый дрон. Хорошо, давайте попробуем записать немножко DVR. Это уже классическое Betaflight меню. Вот мы пишем. Остановили, нам этого, наверное, хватит. Теперь это отключаем и пробуем пейрить обратно наш... Кстати, интересно, сейчас попробую его выключить. Выключил. И включу старый. Так, включаю систему, включаю Аквилу. Ух ты, он подхватил Аквилу. Несмотря на то, что я только что подключал вот эту вот систему, повторно пейриться мне не надо, повторно нажимать бинт кнопку мне не нужно. При включении Аквилы он просто ее переподхватил. Великолепно, шикарно. Так, ну и давайте прошьем, но имейте в виду, что тут надо не запутаться. Прошивать мы сейчас будем видеосистему, а не дрон. Дрон это отдельная прошивка их бета FPV чипа. Вот она, и нас сейчас она не интересует. А прошивка видеосистемы, на нее можно добраться через описание. Вот тут же есть ссылка на Google's VR04. Кстати, обратите внимание, что есть VR04 HD и VR0. Кстати, обратите внимание, что есть VR04 HD Pro и просто HD. Вот, как бы внешне я не вижу, чем они отличаются, но в описании написано, что Pro-версия чуть больше батарейка, и главное, Pro-версия может выводить видео на диск через USB. USB Type-C with DisplayPort support. Но как бы у меня сейчас просто HD версия без поэтому идем вниз и смотрим ссылочки на прошивки. Вот. Firmware for HD. Открываем. И вот что пишется. Вот он для нашего шлема прошивочка. И тут же прописано, что для совместимости нужна вот прошивка P1 юнита. Его тоже качаем. Итак, мы качаем этот файл. Мы качаем для юнита файл, и оба эти файлы, как они есть, кладем на флешку. Вот как я их скачал, не надо их не распаковывать, ничего. Положил их на корень флешки. И теперь флешку вставляем в шлем. Идем в меню, Setting, System и Update. Update, окей. Он обновляет сначала дрон. Ждем. Ага, и надо перезагрузиться. Отлично, все сработало. Так, с меню и заодно с обновлением прошивок шлема мы разобрались. Прошивку самого дрона я пока не трогаю, но чисто теоретически ее можно скачать с офсайта и обновить через BetaFPV конфигуратор, подключив вот этим вот проводочком. И давайте теперь взглянем внутрь всех вот этих вот элементов. Так, я тут его немножко разобрал, посмотреть, что ж у него тут внутри себя он представляет. И получилось его разобрать, выкрутив винты. Конечно, несколько тут было нюансов. Например, вот этот вот разъем, он был, там вставлялся через это, потом туда как-то влез. И чтобы это все разобрать, пришлось посмотреть, покрутить, что куда как поднимается. Ну, как бы не такая уже эта проблема, что по факту мы здесь видим. По факту мы видим независимый проприетарный полетный контроллер, у которого два датчика. Один очень похож на камеру, другой похож на какой-то высотомер с двумя дырочками. Я уж не знаю, на каком принципе, инфракрасный или звук, или что он тут работает, но тем не менее датчик. Да, в настройках дрона у него есть TOF и OFP, что я могу предположить, to object, то есть этот датчик, а это похоже на Optic Flow Control. То есть этот контролирует по высоте, этот контролирует через видеосмещение. Ну, прикольно, прикольно.
Что еще есть? Одна кнопочка, видимо, к ELRS относится, и тут у него есть барометр. Соответственно, с этой стороны он прикрыт маленькой мочалочкой-губкой, чтобы не задувало. Ну, хорошо, то есть классический комплект датчиков должно работать весьма любопытно. Это, конечно, вам не DJI с их позиционированием, но тем не менее это лучше, чем можно предположить, да за такую вот цену. Что дальше? Моторы тут, разъемы подключения GST-1.25, видеомодуль подключается шлейфом 6-пиновым DJI стандартным, есть разъем для подключения к компьютеру, ну и что-то тут есть еще. Тут вот какие-то 4 пина, не знаю, что это за пины, что сюда можно или не можно подпаивать, обозначений здесь нету. Вот. Если посмотреть описание на компе, тут тоже минимум информации о полетном контроллере. То есть, какой, например, ампераж ESC, я здесь, вот так, вилла 20 ампераж, я не нашел, насколько у него ампер. Но тем не менее, если судить по батарее, а батарея тут 2С 1100 мАч, что очень много, но с другой стороны, на батарее написано 1530C, что значит у нее очень слабая токоотдача, то могу предположить, что летать он будет аккуратно, медленно и спокойно, без выкрутасов. И дальше, если мы посмотрим моторы и пропеллеры, пропы у него побольше, чем у Цетуса, то есть вот пропы у него вот 22-18/3, а у того же Цетуса пропеллеры 20, то есть, да, то есть у него здесь пропеллеры незначительно, но больше. Вот. Но при этом мотор у него 11.03 на 10500, а у Цетуса размер мотора точно такой же. Где он тут? 11.03 на 11. То есть тут даже... И тут даже чуть-чуть меньше, менее оборотистые моторы, чем у Цетуса. Что только говорит в пользу того, что ну, он вряд ли рассчитан на суперскоростные полеты. Ну, как бы и логично. Сочетание всех мощностей подводит нас к мысли, что они вполне логично все продумали и просчитали по мощности и долгоиграющести. Дальше. Видеосистема. Видеосистема, вот она здесь. То есть камера крепления можно наклонять, закреплена она жестко, без всяких там виброразвязок, подвесок и так далее. Просто на пластиковом креплении, уже не стал его выкручивать. Как сказано, что углы наклона камеры можно регулировать где вышло? Вот, от 10 до 30 градусов. То есть вот тут вот сбоку можно чуть подоткрутить винтики, не разбирая всей конструкции, и камеру чуть-чуть подвинуть. Дальше, видеосистема. Видеосистема вот она была прикрыта вот таким вот радиатором. Ну, не могу сказать, чтобы этот радиатор вот с такой вот теплоотводящей губочкой мог бы справляться с хорошим теплоотведением, тем более, что, ну да, тут есть отверстие для вентиляции, но если он стоит, то он будет у вас, скорее всего, перегреваться. Ну, как бы у меня он реально перегревался, когда он стоял на месте, пока я разбирался в нем. Возможно, с обновлением прошивки у него тут будет более оптимальное токопотребление, но тем не менее. Надолго его включенным на месте не оставляйте, он будет перегреваться. У меня он просто отключал видеосистему, когда-то достигала 100 с чем-то градусов. Ну, как бы, вряд ли это будет полезно. Тем не менее, дальше. Сам видеопередатчик. Вот он, P1 видеопередатчик. И как бы, ну, найдите 10 отличий. Я отличий не нахожу. То есть тут, видимо, бесхитростно поставили обычный их P1 видеопередатчик. Единственное, что антенна здесь вот такая вот пластиночка, а не диполька. Вот как бы и все отличие. То есть, что это значит для нас? Это значит, что у него вот тут вот есть еще разъем для подключения USB. Если я не ошибаюсь, подключать его нужно через тот же переходник, как и полетный контроллер.
Вот, и можно будет его, если что, прошить через конфигуратор, но с этим надо еще разбираться. Я пока еще не разобрался с прошивкой, может чуть дальше. Что тут есть еще? Есть кнопка бинда для того, чтобы его сопрячь с шлемом, если они вдруг разбиндерись. Что из полезного я обнаружил, что когда вот это вот все дело собрано вместе, вот, то вот это где-то вот так вот все есть. Вот здесь вот. То есть вот если у нас вперед, то вот тут вот вы можете увидеть такую вот щелочку. Сейчас вот эту вот щелочку. То есть через нее вы можете дотянуться отверточкой до кнопочки Bind. И если что, нажать эту кнопочку, не разбирая, не раскручивая всего дрона, что весьма полезно. Да, конечно, придется там заглянуть ее найти, но тем не менее она доступна извне. Хоть и хитро. Ну и последнее, что стоит отметить, это модуль ELRS. И тут классически интегрированный он-чип, онборд ELRS, но он полноценный. То есть, если вы включите дрон, подождете минуту, не поверя к пульту, то он перейдет в Wi-Fi режим, у него будет стандартная морда USB веб-интерфейса, вы сможете его прошивать стандартными прошивками ELRS и даже сможете перевести его на ELRS 4, если вам вдруг захочется. Ну и, конечно же, вы сможете в него вбить bind-фразу, что очень-очень хорошо, что говорит о том, что вся эта система, она, несмотря на то, что это проприетарный чип и он по настройкам ограничен, но тем не менее интерфейсы его, видеосистема и ELRS, они стандартны, что очень радует. А это значит, что этот пульт мы сможем использовать с любыми другими дронами, или к этому дрону мы можем подключить любой другой пульт, и вот эта видеосистема, наш шлем, ну, как бы, они совместимы с другими P1 видеосистемами в будущем, когда об этой FPV их выпустят. Я надеюсь, они еще будут дальше развивать эту тему. Вот, собственно, и все, что хотел сказать по вот этой вот части. Ну и шлем я тоже в хлам разобрал, и что я могу сказать, экран у него довольно большой, вентилятор внутри есть, конечно же, вот этот вот радиомодуль с двумя антеннами, судя по всему, вполне полноценные две радиоантенны, и вот эта вот скрытая под теплоотводом и щитом крышка, вот расположением чипов напоминает и передатчик. Тут чип меньше, больше, и тут чип меньше и больше, и две радиоантенны. Да, кстати, у передатчика может быть вторая антенна здесь установлена. Возможно, это задел на будущее. И тут разъем явно предполагается в будущем сборка из двух печатных плат. Скорее всего, будет в будущем модуль DVR на борту в какой-нибудь там версии очередной. Тем более, что в DVR упоминается запись на видеопередатчике в нескольких местах в инструкции. Любопытно. Ну и ради чего я это все разобрал? Для того, чтобы произвести тест задержки. Да. Ну и чтобы потестировать задержку, пришлось полностью его в ноль разобрать. Вот где-то там этот приемник, чтобы заснять видео. Видео циферблат снимается здесь, захватывается дроном, передается сюда, и мы получаем разницу. Но дрон надо включить. А еще по дефолту он включается в режиме Safe Mode, в котором он может пропускать кадры, очень вероятно. Ну, мне так показалось по поведению картинки с задержкой. Поэтому я еще и включу ARM, чтобы он его перевел в режим нормальной передачи данных. Видите, рука, ну, маленькая задержка есть, но не такая уже и серьезная. Ну и я сделал пару фоток. Ну и вот вам пример видео аналогового. Да, здесь задержка чуть-чуть поменьше.
Но она и здесь есть. Так, хорошо бы теперь это дело потестить, но перед тестом один нюанс. Здесь нет пищалки. В смысле вообще никакой возможности пищания, и в отличие от того же там Метеора или Цетуса, которые могли хотя бы пропеллерами пищать, этот не пищит вообще никак. Поэтому прежде чем идти на улицу, зная, что у меня там такие места с травой, где я могу дрон потерять в легкую, я прикрутил к нему вот такую вот пищалочку, которую это Wifly Wireless Beeper или базер, который я в свое время к Цетусу цеплял, поэтому пробуем теперь с ним. Ну и первым же делом я пришел на то же место, где когда-то давным-давно тестировал Цетус. И на тех же 25 милливаттах полетел. И о боги, как же он медленно летит. Где-то в этом вот моменте я понял, что даже если я переключаюсь в режим Fast на лету, не приземлившись, не задизармившись, то он, по-моему, не особо переключается. Хотя проверим потом отдельно. Ладно, сократим. И вот на этом вот этапе, где пролетел я, по-моему, вдвое дальше, чем на Цетусе на такой же аналогичной мощности, у меня стал пропадать немножко сигнал. И то я вполне себе сохранил управляемость над дроном и себе развернулся, полетел назад. И вот теперь, когда я сел, переключил на фаст и тогда заармился, теперь я действительно увидел быструю скорость полета. И она действительно быстрая, как для этого дрона, но вот тут вот у меня автоматика сбойнула, и дрон улетел, хотя я ему стиками показал лететь совсем в другую сторону. Вот. И да, видимо, над кустами он не справился с определением позиции, и его понесло. Поэтому будьте осторожны на больших скоростях. Хотя, с другой стороны, я понял, что можно врезаться в дерево, и он все-таки удержится, что порадовало. Режим спорт. Датчики высоты тут действительно не работают, поэтому высоту держим ручками, как в акромоде. Наловчившись, я понял, что его по горизонтали начинает трясти и колбасить. И летать в этом режиме на быстрой скорости реально сложно. Вот все-таки, по-моему, Betaflight в Angle моде чуть-чуть более предсказуемо себя ведет. Ну и поняв, что на медленной скорости мне летать слишком медленно, я переключился на middle скорость и полетел. Решил хоть какой-то там облет уже сделать, но тут подул ветер, и стало им управлять достаточно сложно. То есть вот для понимания, вы стики не видите, но я стики крена и питча периодически до самого упора вывожу. Вот что после акромода, ну, вообще очень непривычно. Но, тем не менее, в принципе, как видите, летать вполне получается. Видео снимать тоже нормально. Высоту он, ну, в принципе, держит нормально. Давайте теперь пробуем ход конем. Утоплю я его или не утоплю? Ну, осторожно. Нет. Не, вроде порядок. И реку перелетел. Да, фу, я очень переживал, что датчики над рекой могут заработать очень неадекватно, но сработали. Ну а теперь вперед на Метеоре. Да, конечно, на таком угле обзора летать на Метеоре совсем другое ощущение после О4 лайта, у которого узенько-узенько. Но пришлось немножко попривыкать. Да, и когда вы падаете, сигнал у вас может пропасть, но он потом восстанавливается. И да, после всех моих маневров в стену, я несколько повредил проб, я несколько повредил дакты, и его начало потряхивать, и появилась некая доля вобла. Но очень даже вменяемая, если сравнивать с тем же DJI 4 Lite, по-моему, вобл не такой уже и сильный. Ну, на любителя. Так, и вот они наши видеофайлы, но, как видите, записанные видеофайлы не имеют у себя текста OSD.
И это поправимо. Текст на самом деле есть, просто в другом формате. Вот у нас есть второй файлик STF, в котором числится информация с шлема на каждый таймфрейм. Вот. А вот информация с дрона о том, какой мод, она вшита прямо в видеофайл, независимо от того, это Aquila 20 или Betaflight. И вся информация OSD, она в этом файле. И для того, чтобы это все вытащить на божий свет и визуализировать, нам нужна вот этот вот тула. Мы ее качаем. Вот, пожалуйста, через последний релиз. Качаем архив, распаковываем и запускаем вот этот вот файлик. В теории он должен сам вытянуть нам все, что ему нужно из зависимости, ну а если нет, то придется гуглить, решать. И вот сюда вот мы забрасываем наши два файла и смотрим. Вот, но есть один нюанс. Да, как видите, все оно подтянуло. Вот оно есть, пожалуйста, более или менее в синхроне. Но есть у этой тулы один баг. Когда начинает теряться сигнал, вот здесь вот у меня сигнал пошел теряться, обратите внимание, как себя ведет таймер. Он вдруг начинает скакать и убегать далеко вперед. Намного быстрее, чем здесь. И получается разрыв. То есть, если у вас теряется в какой-то момент сигнал, то вот эти вот показания становятся неактуальными. И я надеюсь, это будет пофикшено в каких-то из версиях. Я уж не знаю, тулы или это связано с бета-FPV прошивкой. Но, тем не менее, надеюсь, это когда-то починят. И тем не менее, загрузив сюда файлы, делаем рендер видео и получаем вот такой вот файлик с уже наложенной информацией. Ну что же к выводам? Вот. А выводы, если очень кратко, то дрон ожидаемо является учебным аппаратом со всеми своими нюансами, плюсами и минусами. А вот видеосистема все мои ожидания превзошла. И давайте по очереди. Начну с видеосистемы. Первое, что я хочу сказать, это бюджетная видеосистема, а поэтому все последующие нюансы, по-моему, ей простительны, потому что видеопередатчик за 35-36 евро, или сколько там в пересчете, и шлем за 128 евро, они вкупе, по-моему, от них можно ожидать намного меньшего, чем смогли добиться бета-FPV. А учитывая, что это первый продукт от бета-FPV, то надо отдать им должное. Они сумели выкатить на рынок систему, вполне себе доведенную до ума. Да, эта система основывается на уже готовом, частично готовом техническом решении, чип от фирмы Artosin, и на этом же, я так понял, или похожем чипе вы выкатили свою систему Cadex FPV Ascent, то есть в будущем мы ожидаем больше производителей, да и так уже есть другие производители. Гляньте, там обзор от Рекоптера, он упоминал еще одну систему на этом же чипе, которая тоже очень похожа. Но тем не менее, просматриваются некоторые перспективы будущее такой системы. Ну, как бы, мое мнение таково, что новым системам быть, потому что выкатывать на рынок микропроцессор уже готовое решение, видимо, еще и с драйверами, можно так предположить. Ну, для такого решения должны быть основания. И если такое решение создали и выкатили это по такой вот бюджетной цене, то грех им не воспользоваться, и я думаю, и пользоваться им будут и другие многие системы. Так что ждем интересных продолжений. По самой видеосистеме. Из плюсов. Огроменный угол обзора. Он просто великолепен. Да, у него ощутимый рыбий глаз, но на 170 градусов заявленных, ну и ладно. Вот, да, вот у той же DJI рыбьего глаза поменьше, но и обзор у DJI поменьше. А если сравнивать с DJI O4 Lite, так там вообще как бы узенький коридорчик, оттуда такие вот воротища. И это очень впечатляет. И при этом качество видео передачи вполне себе меня лично удовлетворяет. Да, тот же Рекоптер отзывался, находил некоторые нюансы, можно придираться, но тем не менее, когда я летал, я не менял экстремально условия, но при этом мне не мешали ни пересветы, мне не мешали ни недосветы. Цвета вполне себе приемлемые, и качество картинки мне больше, чем нравилось. И детализация картинки мне больше, чем нравилась. То есть, да, я не делал там дальних очень тестов, когда летаешь уже на границе всех возможностей, но тем не менее этот дрон у меня пролетел уже сразу вдвое больше в тех же условиях, на той же мощности, как когда я тестировал аналоговую систему от Cetus. В том же географическом месте, на той же тропинке, что тоже уже показательно. Дальше. Очень понравилось сам факт наличия прошивки по воздуху. До сих пор прошивка по воздуху была у топовых DJI и... Дальше. Отдельно хочу отметить прошивку по воздуху нашу. До сих пор прошивка по воздуху была только у топовых DJI и тебе Станга Crossfire. А теперь вот еще у Beta-FPV. Да, я не знаю, может быть у Ascent тоже будет. Ну, напишите в комментариях. Ascent до меня не добрался, еще проверить не могу.
По самому полету. Когда я врезаюсь, иногда отваливается видеосигнал на какие-то там доли секунды, и это, в принципе, как и происходит с другими видеосистемами. Но при этом система оставляет вам в шлеме последнюю картинку, последний скриншот, что видела ваша камера. То есть даже если у вас все выпало, вот вы видите все, что видел дрон. И это очень хорошо для потенциального поиска упавшего дрона. Но как бы связь у меня восстанавливаю, все нормально. Да, стоит отметить, теплоотведение у нее еще как бы не особо хорошо, но в ней в комплекте не идет радиатор как таковой. Вот, а без радиатора обеспечить нормальный экономный режим довольно сложно. Вот, поэтому тут, думаю, будущие решения тоже будут уже обладать чем-то другим. Дальше. У системы явно есть потенциал роста, у нее есть на чипе место для крепления второй антенки, есть разъемы, то есть напрашивается, что там будет в следующих вариантах вторая плата с записью DVR. Ну и софтварно мы видим вот иконку записи DVR в шлем, серую, но тем не менее она есть. То есть это будет. Ну, должно быть, я надеюсь, в будущем, в следующих модулях. И это тоже очень хорошо. По задержке. Задержка есть, но это типичная задержка для цифровых систем. Увы, мой сетап, вот мой экран не дает мне хорошей точности. У меня ошибка измерения задержки, как оказалось, плюс-минус 40 миллисекунд. Ну, как бы это слишком много, слишком большая ошибка. Но при этой вот задержке мне давала показания плюс-минус 70-80 миллисекунд, что, учитывая мою погрешность, вполне себе соответствует заявленным цифрам. Ну и когда вот я вот э, смотрел задержку вживую, она, в принципе, вполне себе терпимая. Повторюсь, для бюджетной видеосистемы ожидать чего-то более хорошего очень сложно. Да, у нас есть аналог, у которого заведомо хорошая задержка, и у нас есть дорогущий HD Zero, у которого задержка и того меньше, но как бы HD Zero, у которого там сотнями долларов все исчисляется, а шлем там сколько самый дешевый 350 шлем, а тут у нас шлем 120, 128. Вот, и как бы в таких условиях придираться очень сложно. Хотите меньшую задержку, берите более дорогую видеосистему. Вот. А в рамках того, что у нас есть, очень даже неплохо. Да, пластик у шлема обычный, но тем не менее шлем вполне себе рабочий. В нем нет ничего не лишнего, но зато есть вполне себе две рабочие антенны, которые уходят в приемник. То есть это не вот старое, знаете, аналоговое решение, когда вторая антенка подключается там через какой-то транзистор отдельным ключом, как ходовая псевдодиверсити. Нет, тут, похоже, все полноценная вторая антенна со вторым приемником. Увы, внутри я не заглядывал, сказать не могу, но тем не менее выглядит оно вполне себе вменяемо. Да, так что видеосистемой я больше чем доволен. Дальше, дрон. Сам по себе дрон – это учебный аппарат. Он вполне вменяемо держит высоту и позиционирование в спокойных условиях. Когда начинается ветер, когда начинается большая скорость, ему становится сложно, что как бы предполагает, что он для таких аккуратных, несложных полетов, возможно, даже лучше дома, чем на улице. Тем более, что пищалки у него нет, и возможности писка пропеллерами у него тоже нет, поэтому можно его легко потерять, если вы полетите на нем просто так. По управляемости дрона. В медленном режиме он летит вполне себе нормально, стабильно, хорошо. Но медленно. Как бы, ну и батарейка у него соответствующая, и все показатели дрона как бы намекают, что вы можете летать долго, но медленно и очень спокойно. В более скоростных режимах пролет в автоматическом режиме нормал на максимальной скорости у меня давал небольшие сбои, когда я чуть-чуть подлетал, его начинало заносить. Вот, и на большой скорости летайте очень осторожно. Лучше переключайтесь и летайте уже в ручном режиме, если вам нужно уже чуть поскорее. Мануал режим. Он, в принципе, рабочий. У него есть своя небольшая задержка, плавность управления. И, конечно, это не полноценный бета-флайт. В бета-флайт уже есть очень много алгоритмов компенсации столкновений, компенсации там Air Mode, Recovery, Автокраш и так далее и тому подобное. Здесь все-таки более простые алгоритмы, видимо. Вот, ну, когда я врезался в стену, дрон хуже себя вел, чем Бета-флайт дрон после легких столкновений легче возвращается в исходную позицию. Но как бы что мы ожидали от отличающегося решения. Но зато у него есть датчики, и этих датчиков на борту аж целых 3, что для новичка очень даже хорошо. Напоминаю, что Аквилу 16 я давал детям, и малыш 4 лет тоже мог на ней взлететь и полететь немножко сколько да, что, по-моему, очень даже показательно. Поэтому я придерживаюсь мнения, что этот дрон очень хорош как учебный начальный дрон. Вот. Ну и опять-таки, сам факт наличия того, что в нем полноценный ELRS, и в комплекте у вас полноценный ELRS, ну и видеосистема выглядит весьма перспективно, то, взяв этот дрон, вы можете потом поменять сам из RTF взяв RTF комплект, вы можете поменять дрон на Beta FPV Air P1,
который тоже уже продается, и вы получите вполне себе сразу полноценный ВУ. Тем самым решив задачу, перейдя с учебного на нормальный, вполне полноценный TinyWhoop комплект. На чем хочу пожелать вам безопасных, спокойных полетов, хороших видеокадров, ни дождя, ни ветра.